Новый фильм с дотракийцем Кхалом Дрога, точнее Джейсоном Момоа. И знаете, что я заметил за так называемыми высокими актерами? Их рост, а точнее изменения в их росте, как с девушками-моделями, у которых рост 171 сантиметр, они скажут 180 плюс, а на каблуках вообще 195. И такая информация вообще зависит от высоты каблука. А на стуле вообще могу лампочку вкрутить. И тут то же самое. Смотришь информацию, где какой-нибудь Лиам Нисон 203 сантиметра, Джейсон Момоа 205, а Дуэйн Скала Джонсон вообще 207. Поэтому он и скала, видимо. А потом в другом источнике у всех оказывается рост меньше, в третьем еще меньше, и в итоге это не скала, а камешек, а Момоа окажется совсем коротышкой в 189 сантиметров. Хотя, может, это зависит от температуры комнаты. Ну, типа, если в комнате холодно и рост меньше. Или, знаете, говорят, у меня рост 180 с хером. Тогда получается, я вообще 202 сантиметра. И хорошо, если так говорит парень. В общем, новый фильм с Момоа под названием «Малышка», где этот великан будет раскидывать, почти, точнее, будет со всеми недоброжелателями толкаться. Я не буду спойлерить, а в целом обрисую ситуацию, хотя такой парашный фильм, что стоило бы. Вообще, в целом, фильм «Малышка» начинается за здравие, а кончается за упокой. Фильм идет почти 2 часа, и поначалу нужно закрыть глаза на слабенькую завязку и уже довольно-таки избитый сюжет. У главного героя диагностировали рак. Настало время просить прощения и извиняться. У жены Диагностировали рак. Она находится в больнице и медленно умирает. И была надежда ее вылечить новым лекарством, но в нужный момент для супруги препарат отозвали, забраковали, и в конце концов она умерла, так как не получила вовремя нужного лечения. И героем теперь движет что? Правильно. Теперь героем движет месть. Он хочет найти и расправиться со всеми, кто в этом виноват. И это не спойлер сюжета, а тоже происходит почти в начале. Продолжение завязки. Да, на телевидении в передаче выступает одно из ключевых лиц, занятых в производстве того злосчастного препарата от рака, который в итоге был отозван. И главный герой дозванивается туда и в прямом эфире говорит о том, что найдет этого дядьку и убьет его. Зачем это нужно было делать? Для чего? Чтобы тебя потом точно нашли и посадили? Ладно, и на это тоже закрываем глаза. Во второй раз. Дальше герой, двигаясь к своей цели, сталкивается со всякими разными специально обученными наемниками или профессиональной личной охраной, с которой он с легкостью расправляется, точнее толкается, но в итоге побеждает их. И нам, как зрителю, неизвестно, кто главный герой, есть ли у него какая-то специальная подготовка. Но судя по тому, что он больше толкается, импровизирует и часто получает по морде, и не только, по всей видимости, никаких навыков боя или специальной подготовки у него нет. Тогда что это за головорезы такие, что не могут убрать рядового гражданина? Непонятно. Ладно, и на это также закрываем глаза, уже в 3-й раз. И персонаж Момоа все время носится с малышкой, со своей 20-летней дочкой, которая играет школьницу. И я все задавался вопросом во время просмотра. Нахрена она вообще нужна в этом фильме? Можно додумать за сценаристов, что оставить ее негде или не с кем, допустим, такой вариант, да? Но сама она зачем нужна? Типа напустить больше драмы, что вот он весь убитый горем отец с дочкой, подростком. Ну и тут же сразу возникает мысль с самого начала фильма, типа ты собираешься бегать, искать и убивать людей, и убиваешь их, подвергая тем самым свою дочь опасности. На это опять мы закрываем глаза. Дальше герой не задумывается вообще о том, что ты сядешь в тюрьму за убийство и надолго, и твоя дочь останется одна. Ее сдают в детдом, она потом из-за всех этих психологических травм начнет, я не знаю, принимать наркотики и вообще не очень хорошо закончит. Да, тоже стоит отбросить вообще такое предположение, бредни какие-то на ровном месте, согласны? Но потом, спустя час с хвостиком фильма, раскрываются кое-какие подробности, зачем вообще нужна была эта девочка, происходит твист. Я не скажу какой, многим людям может захочется посмотреть или за актера, или за сюжетов. Не буду портить желание смотреть, но лично у меня он вызвал немедленное желание выключить фильм,
Но я продолжил смотреть и досмотрел его до конца, чтобы сделать полноценный отзыв. Честно говоря, не зря, потому что по ходу слабенького начала с некоторых моментов я смеялся, а после от неожиданного поворота сюжета, который произошел спустя час и перечеркнул вообще все ранее и так хлипко слепленное из палок и говна, и я уже просто с многих вещей смеялся. Этот поворот сюжета, он и прикольный, но полный бред, и картина переходит в разряд фантастики или просто нонсенса, где Netflix выкручивает на максимум одну из моих самых нелюбимых вещей в кино. И сейчас, как никогда, отлично бы выстрелила затронутая вскользь тема в фильме о том, что руководители фармацевтических компаний — это злодеи, которые завышают цену и занимаются прочими манипуляциями, от которых гибнут люди, не получая вовремя нужных медикаментов, коррумпированные чиновники, которые во всем этом повязаны и с радостью друг с другом они заключают сделки, конечно же, все ради наживы. Когда такая важнейшая и фундаментальная вещь, как здоровье, становится привилегией вместо основного права человека. Фильм «Малышка» не ставил себе такую задачу, чтобы просветить и погрузить нас в эту тему, от чего бы фильм стал на много голов выше, сильнее, лучше. Тема про злых держателей фармы, она просто отзвук и предлог, блекнущий на фоне тупого дрянного боевичка, который вышел в итоге. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.